И мы сегодня что делаем? Тестируем самокаты. Идите отсюда. Гражданское задержание. Стоп. Какие стоп? А что мы делаем? Ну а ты что, дурачка не включай тоже, что ты делаешь? Ты уже 150 самокатов этих переломал. То тебе не едет, то тебе не работает, то тебе руль не тот. Друзья, всем привет! На днях в Москве произошло одно очень важное событие в плане развития общественного транспорта. Появился самокатошеринг. Если бы мне сказали, что в то время сказали бы, что в Москве появится прокат электрических самокатов, я бы подумал, что это дурная шутка, издевательство над москвичами. До этого, как вы знаете, был велопрокат. По Москве стоят станции, был каршеринг, прокат автомобилей. И вот как раз два крупнейших оператора каршеринга в Москве, Делимобиль, который был первый оператор каршеринга, и Юдрайв, они запустили практически одновременно прокат электросамокатов. У Юдрайва приложение вообще закрыто, оно пока в тестовом режиме. Самокаты по городу стоят, но они ссылки не всем отправили, возможно, протестировать. Там какой-то тестовый период, я не знаю, сколько он продлится. У Дели самоката, вот я приложение скачал, но зарегистрироваться не могу, потому что приложение вылетает. Проблема не только у меня. Если посмотреть отзывы, там сейчас в Apple Store, там, по-моему, 2 балла стоит у приложения, и все жалуются на то, что оно вылетает. Видимо, выкатили сырое приложение, было запланировано торжественное открытие, было запланировано, не успели все подготовить, и сейчас получили сырое предложение. Ну, бывает, не знаю, будем надеяться, они его подправят. Я лично взять Дели самокат не могу, но протестировать очень хочется. Мы нашли человека, у кого доступ к Дели самокату есть, у него Android, и там приложение не вылетает, и ему удалось сегодня зарегистрироваться и путем каких-то сложностей все-таки взять самокат. Поэтому сегодня тестируем московский самокатопрокат. Александр Усольцев. Да, всем привет. И наш новый гость на канале. Максим Овсянников, большой специалист и фанат самокатов. У него вот такой самокат свой, а в Дели он пробился сегодня через эти дебри и зарегистрировался. Вот я не знаю, мы чуть позже расскажем, как это все было. И мы сегодня что делаем? Тестируем самокаты. У нас, собственно, два этих самоката есть. Один Юдрайвовский, другой Делимобиль. И мы сейчас пойдем тестировать вообще, что это за сервис, что, к чему, как, почему. И проверим, что лучше. Я вчера закинул заявочку и зарегистрировался, правда. Письмо попало в спам, я его не сразу обнаружил. Но я взял самокат, и через 15 минут аренды мне приходит письмо, что, извините, мы вас зарегистрировать не можем. А я на самокате еду в это время. Я такой... Блин, не знаю, ну ладно. Типа, не буду пока завершать аренду, пока есть такая возможность. Но чтобы его взять, мне пришлось просидеть на станции на Кузнецком мосту порядка 1,5 часов. Потому что один самокат не ехал, второго самоката на станции вообще не было. То есть он говорит, возьмите самокат номер такой-то, а его нет. Нюанс в том, что это не как с велосипедами. Ты берешь велосипед и поехал как бы. У каждой станции стоит Человек? Да ладно? Да, человек. Ему нужно показать QR-код из приложения. Он этот QR-код считывает в планшете, и ему выводится информация, кто я такой. Он у меня должен взять паспорт, посмотреть, Да ладно? что это я. Вот. И после этого ему приходит номер самоката, который он мне должен выдать. Но 2 раза ему приходил номер самоката, которого не было на этой станции. Он пробивал по базе и говорит: ой, а вы знаете, у нас клиент на этом самокате едет. Но 100 рублей мы вам сняли, поэтому вот 100 рублей он мне наличкой отдал, типа мы вам... На 5-й или на 6-й раз мне удалось таки взять самокат, причем не на станции на Кузнецком мосту, потому что в один момент она просто выключилась, и я поехал на Трубную, там мне сразу все выдали без вопросов. Что у нас есть от Делимобиля? Дели самокат. Во-первых, самый пиздец это то, что они не смогли ровно наклеить вот это вот название. Оно, как вы видите, все буквы они кривые. Самокат, судя по всему, это по идее Xiaomi, вот эта самая популярная модель. Кстати, не факт. Есть слухи, что это не Xiaomi, а что-то другое, просто подделка под Xiaomi. Я так понимаю, у нее не работает уже фонарь. У нее не работает почему-то фонарь, не понимаю почему. Слово normal на самом деле почему-то normal. Что это означает? И почему так вышло?
Если тормозить так, как привыкли все самокатисты, то он будет перетираться и Офигеть. могут быть проблемы Слушай, с задним габаритным огнем. Да, то есть это, конечно, пиздец. Это, мы так понимаем, подделка на Xiaomi. Может быть, это и оригинальный Xiaomi делимобиль. Но он похож на подделку. Самокат, ничего никто не говорит. Слушай, ну он похож на подделку. Он похож, да. Он похож на то, что тормоз уже, смотри, видишь, тормоз не отрегулирован, тормоз упирается в ручку, и я такой не может, он вообще не тормозит. Он тормозит, но довольно хреново, да. То есть не отрегулированные тормоза, уже разваливается, смотри, уже здесь, да, он как-то уже не работает свет. Да. Вот так у нас выглядит у делимобиля эти станции. Они управляются вот ручным человеком, который здесь всем все объясняет и всем все дает. Вот у них стоят самокаты. Смотри, видишь, это только на твоем не работает фонарь. Мне не повезло, мне сегодня целый день не везет с этими самокатами, то он не едет, то еще что-то. Я говорю, пятый самокат пытаюсь взять, и все что-нибудь, да, ну ладно. Фара не самое страшное, главное газ есть. У некоторых и газ не работает. Вот, и здесь стоит вот специальный человек, который, видите, всем объясняет, что это такое за чудо-техника. Здрасте. Мы снимаем ваш самокат. Надо понимать, что ночью они не работают, и взять самокат можно... Ночью нельзя, Нет, конечно, до 11 часов. а потом все. Да. 5000 штраф. А если до 11 не сдал? 5000 штраф. Да. Да, 5000 штраф получается у вас будет, если вы забрали с собой. А юдрайвовский? А юдрайвовский, вот я, кстати, не знаю, но вроде как бы они в облаке, и там все нормально. Так, я не понял, ты что за фигня происходит, а? Ну что ты меня снимаешь? Для чего? Просто мы снимаем. А вас нельзя снимать? Ну как бы нежелательно, я лично сам против. Ну хорошо, но только вы не так агрессивно не надо говорить. Не агрессивно. Фигня, да. Это я еще нормально. А вы еще по-другому можете? Давай не будем, хорошо? А приложение когда будет работать? Оно уже работает. Ну оно глючно, вы знаете, да? Знаю, конечно. Давайте мы попробуем вернуть самокат, потому что у него заканчивается зарядка. Все, да, я И теперь ты завершил. можешь взять новый. Теперь я могу попробовать взять новый. Вы не сможете забронировать самокат. Дождитесь подтверждения активации аккаунта. Все, меня заблокировали, господа. Ничего не могу сделать. А то сейчас этот ты вынужден тебе отдать. Да, и этот самокат я отдаю, но новый мне больше не выдают. Да. Благодарим. К сожалению, в настоящий момент мы не готовы предоставить вам доступ. Ну вот, то есть, я не понимаю, что значит подключен аккаунт, и мы не готовы предоставить это вам ты, доступ. Максим. Да. Иди отсюда. В смысле? В прямом. Почему? Вот так вот. Объясните. Я не обязан тебе ничего объяснять. Почему? Просто самокат тебе не предоставляется, вот и все. Почему? А почему ему не предоставляется самокат? Идите отсюда. А самокат ему почему не предоставляется? Что я сделал? Нет, я правда не знаю, что я сделал. Я рад за тебя. Безумно рад. Да. Отвлекай меня. Почему? Ты меня провоцируешь? Мне как бы пофигу. Я понимаю, а в чем проблема? Мы снимаем, что? Если не нравится, что вас снимают, ну не надо было идти работать сюда. В чем проблема? Я бы сказал, но, к сожалению, не буду. Видите как? Этикет не позволяет. Вам не позволяет, потому что у нас камера включена. Именно поэтому мы и снимаем, что вы себя прилично вели. Потому что видно, что не будь у нас камер, вы вели бы себя менее прилично. Сумничал, молодец. Правильно? Не в мой адрес. Я сейчас привез самокат на станцию, сдал его. Новый самокат взять не могу. Подошел значит, к вашему сотруднику, говорю, вот не могу взять самокат. Он мне отвечает, это вы Максим? Я говорю, да, я Максим. Он говорит, иди отсюда лучше. Вот что мне делать? Да, поездку я завершил, новую начать, к сожалению, не могу. Ну, на сотрудника-то не надо, вы мне лучше объясните, почему я новый самокат взять не могу. Понимаешь, мне сообщили вышестоящие,
надо мной. И все. А что сообщили-то? Вот меня тут прям чуть ли не матом посылают на этой станции. Нет, Как будто бы я ваши самокаты сжигаю. Там брал в аренду же? На Трубной, да? На Трубной. Да. Теперь здесь хочешь взять? Я вернул его А, сюда? сюда. Я не знаю, в чем вопрос. А вы снимаете? Да. А вы откуда-то? Нет, я не Мы откуда. просто тут у вас товарищ не совсем адекватный, просто поэтому не снимаем цель своей безопасности. Давайте я могу вам дать номер координатора проекта. Давайте с Мне кем-нибудь. очень интересно с кем-то поговорить. Ну, кто не будет нахуй посылать там, и пошли вон отсюда, так и там все. Вот с этим вот сотрудником мы пытались взять самокат на Кузнецком мосту. Гражданское задержание. Стоп. Какие стоп-стоп, блядь? Какие гражданские Гражданское задержания? За что? задержание. Сообщите, за что? Ты мозгоебством занимаешься. Сейчас Чего? служба безопасности подъедет, подожди здесь. Каким мозгоёбством? Не убегай никуда. Объясните, каким Стой, я говорю, мозгоёбством? стой. Я говорю, стой. Вызовите полицию, пожалуйста. Полицию будем ждать. Полицию будем ждать. Давай позвоним в полицию. Давай вызывай. Это Варламов, я понял. Я понял, что за провокация. Ты стоять будешь? Что происходит? Будешь стоять, сейчас полиция приедет. Что происходит, вы объясните. Я понял, что за хуйня вы делаете. А что мы делаем? А что ты провоцируешь или что ты едешь? В смысле? В смысле? В прямом смысле? Что происходит? Вы объясните, что происходит. Ты уже 150 самокатов этих переломал. То тебе не едет, то тебе не работает, то тебе руль не тот. Так вот, сотрудник, он все видел. Какие 150 самокатов я Ты переломал? точку закрыл целую, Вася, ты не понимаешь, Что значит точку закрыл? Вот Из-за тебя ты все самокаты сказал, что не работают. Вот сотрудник, он был, он все видел. Ты думаешь, вот эта ж тема с Юдраевым мы что, не понимаем, что ли? Нет. Ну что нет? Дурачков не делайте из себя тоже. Они думают, что я из Юдраева, что ли? Сейчас служба безопасности подъедет, мы с тобой разберемся. Нет, давайте вы меня отпустите. Не будет гражданское Пожалуйста, я задержание, никуда не убегу. мы полицию ждать будем. Ходишь по всем точкам, у тебя что-то не работает, у тебя там что-то не это, На руль не первой точке крутит. у меня не работает. Ты мозгоебством занимаешься, я тебе сказал уже. На второй точке. Прямым. Не вводи меня лучше, Вы знаешь? послушайте, я просто Вводи захотел меня взять лучше. самокат. Первый самокат не ехал. Я сотруднику показал, он подтвердил. Правильно же? При мне, да, у клиента Вы послушайте не сотрудника работал вашего. самокат. Мы уже про тебя целый день на ногах тут все ездят СБ, блядь, по городу. Что ты там был, потом другое место пошел. Что ты провоцируешь людей? Я попробовать самокат решил Ты сегодня. попробуешь самокат. А что он сделал-то? Сейчас узнаете. Объясните нормально, вы так на человека кидаетесь. Да, я тоже ничего не понимаю. А кто тебе заплатил за это? Кто тебе за это За заплатил? что? За это все, что ты делаешь. А что мы делаем? Ну а ты что, дурачка не включай тоже, что ты делаешь? Ну конкретно что? Ну ты... Я знаю, что эти самокаты бесплатно выдавали всем вот этим блогерам, бесплатно Юдрайв им подарил, потому что они не прошли, как бы им отказали. Ты нормальный вообще? Ну Ты, я не ты откуда нормальный. это взял? Ну откуда у тебя Тебя этот как- самокат? Это Откуда? не мой, у меня нет самоката, это Ну его. ты же с ним. Ну нахуя вот это все? Тебя как зовут? Вячеслав. Вячеслав, меня Илья. Очень приятно. Ты себя со стороны послушай, ты что-то накидываешься с какими-то обвинениями, ты хватаешь человека, ты в чем-то его пытаешься обвинить, это нормально? Вот Варламов, красавчик. Тоже попровоцировать приехал. А в чем провокация-то, объясни? А в чем провокация? Ну потому что он целую точку так Как заблокировал. я мог заблокировать Ты точку? взял 10 самокатов, ты 2 минуты проехал, Подождите, он не работает. можете Потом объяснить? ты еще второй берешь, здесь руль тебе не тот, и ты целую точку заблокировал. Смотрите, так. я взял 2 самоката, оба из них не работали. Там я сказали, нажимал на что газ. больше из-за этого было. 2 самоката не было вообще на станции. Вообще их не было. Вот сотрудник Одного подтвердил. самоката не было на станции, но Ты уже по всем точкам здесь ездишь. Что Вот значит зачем по ты это всем? делаешь? Вам Зачем? историю поездок- Ну зачем ты делаешь? Мне Ну если интересно, самокаты не мне работают, интересно. иди гуляй. Смотрите, у меня Зачем свой тебе это самокат, надо? у Ну меня так свой зачем? самокат. Я хочу попробовать сервис. Я зарегистрирован в каршеринге. Зачем ты это делаешь? Мне интересно. Интересно? Ты просто провоцируешь, а тебе не интересно. А вы в делимобиле работаете, да? Нет. Вы так мимо проходили? А на каком самом человека хватаете? Потому что... Ты же понимаешь, что ты здесь появился с этим самокатом не просто так.
Ну ты просто так гулял, этот просто так проходил, этот тоже просто так проехал. Просто Ну я не... Везде то, что вы делаете. Вы засрали все, ребят. Я просто... Чего мы засрали? Я тебе говорю, ну посмотрим. Ну это твое мнение, а ты не засрал, ты сам обосрался там, и сейчас что-то это начинаешь тоже. Хорошо. А что нет, нехорошо? Хорошо, давай. Ну, тебе смысл спорить. Ну тебя видели минимум в 3 местах. А в чем проблема? Если человек тестирует самокаты, в чем проблема? Он не тестирует. А что он делает? Он ломает. Он сломал Он что-то не или то, что? ломает. Мы же понимаем прекрасно, что он делает. Тогда Что я делаю? что? Боже мой, Как вы сломали сервис самокатов? понятия не имею, если честно. Блин, покататься хотел, ну. Буду думать, что вот я возьму самокат, а на следующей станции меня будут задерживать. И нафига мне это надо? Вообще не брать ничего. И лучше вообще, чтобы ты даже не подходил сюда. Тебе это не надо. А зачем вы это все запускаете? Тебе это не надо вообще. Зачем это не для тогда тебя. сервис? Это не для таких людей делается. А для кого это Не делается? для таких делается. А для каких? Для нормальных. Мне написали, что такой геморрой там устроил, все эти самокаты перепробовал, что-то тебе не нравится, то ты отдавал, то отказывался, Потому то что, брал, то понимаете почему? отказывался. Они, видимо, видят в системе, почему, ну, то есть возвраты постоянные. А возвраты были в связи с тем, что самоката не было на станции. Понимаете? Мне сотрудник пытается выдать, не может найти номер, звонит в какой-то Кате и говорит, самоката этого нет, он у клиента. Видимо, промо, кто-то такой, что-то промо выдал другому человеку этот самокат. Я имею в виду вообще, что просто я тебя увидел в совокупности с Варламовым и с этим парнем, я не знаю, кто он. Человек попал под раздачу. Да, и, конечно, я подумал, ну, 100% это значит, 100% здесь какой-то саботаж идет. И ты решил напасть, да, сразу? Ну, я не напасть, ну, я извиняюсь, я что-то это... Да, на самом деле я немножко перегнул палку в том плане, что... Мы же не убегали. Что как бы я на самом деле увидел вас, я подумал, ну 100% какая-то провокация идет. И как бы немножко, да, Это погорячился. же еще хуже на камеру пытаться меня там это... Ну, я камеры-то не боюсь, в чате сижу, там в чате в этом пишут, и там целый день писали, говорит, вот Максим на одной точке он там саботировал, вот он на вторую точку саботировал, типа вот сейчас он на третьей приехал. А на какой второй точке я саботировал, что ли? Ну, я же не сильно Я не приехал углублялся в на эти Трубную, моменты. сказал, проверьте, пожалуйста, самокат, чтобы он ехал. Сотрудник проверил. Держите. Все, я говорю, окей, отлично, наконец покатаюсь. На самом деле просто система первый день работает, она немножко дала сбой. Сейчас это все поправит. Выдали кому-то мой самокат. Получается, да, вот этот геморрой произошел как бы, ну, поэтому, в принципе, я могу сказать, что давай мы как бы по-нормальному разойдемся, блокировать себя никто не будет, как бы будет все нормально и никому нет претензий. Я тебе могу извиниться, что я тебя немножко пошкумотал чуть-чуть. Я все понял. Мне главное, чтобы разблокировали меня сейчас. Все будет нормально. Проблему уладили. Мне сказали, что это все ошибка. Принесли свои извинения и сказали, что в ближайшее время меня разблокируют. Точнее, сделают все для того, чтобы там меня разблокировали. Действительно, из-за того, что я на одной станции 5 раз пытался взять самокат, значит, в службе безопасности, видимо, подумали, что я пытаюсь что-то им положить, станцию, значит, это сломать. В общем, будем надеяться, что действительно все будет хорошо, и меня разблокируют, и я там покатаюсь заново на этих самокатах. Закончилось наше гражданское задержание. Мы, наверное, где-то сколько, час, да, с ними были у нас? Где-то так. Да, были час, и все началось от того, что нас хамили, ну вы слышали, хватали, гражданское задержание, вам пиздец, мы не дадим пользоваться сервисом, и закончилось все, ну, примите извинения, ребята обознались, перепутали. Вон кофе хотите, Да, вам чай. угостили Максима чаем. Полиция, причем, не приехала, мы прождали полицию полчаса, и полиция не мне дали приехала. номер для отмены, потому что они через общий коммутатор не могут это отменить. Говорят, вот позвоните туда, там, в БВД Басманное, и как бы мы отменим. Ну, я туда звоню, там никто не берет трубку, и я не знаю, вот сейчас на мне будет висеть этот вызов. Ребята из Делимобиля, они, видимо, подумали, что Максим это какой-то провокатор, которому Юдрайв подарил самокат за то, чтобы он засрал Делимобиль. Вот. И, то есть, вместо того, чтобы, ну, приехать и тоже подарить самокат, ну, что логично, да? То есть, когда, когда ты понимаешь, там, одна компания там дарит или как-то хорошо работает там с блогерами, с журналистами, то тебе нужно тоже хорошо начать работать.
Делимобиль почему-то решил, что самый эффективный способ это приехать и навалять пиздюлей. Бизнес по-русски. Дурная шутка, издевательство над москвичами. На ровном месте, где можно было как-то поговорить вежливо, где можно было, наоборот, нанять там промоутеров, не каких-то гопарей, которые тебе просто откровенно хамят, а нанять каких-то вежливых, там, симпатичных девушек, которые там тебе вежливо объяснят еще что-то. Ну, то есть... Да не то, что перевербовать можно было, в принципе, там, дать каких-то плюшек, еще что-то там. Да просто, в принципе, как-то... По-человечески. По-человечески объяснить, что вот, смотрите, у нас тут это... Мы же тоже нормально потом общались, и как бы все нормально было. Да, но получилось вот то, что вы видели, какой-то... Я не могу понять, почему это происходит. Выводы делайте сами.